Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного рыбного блюда нам понадобится 2 скумбрии. Выкладываем рыбу на стол, делаем надрез наискосок под плавник, затем разворачиваем нож и ведем вдоль хребта, срезая верхнее филе. Вот такое филе получается. Затем рыбку переворачиваем. Снова делаем надрез наискосок под плавник, разворачиваем нож, ведем его вдоль хребта и срезаем второе филе. Повторяем процесс со второй рыбкой. Затем реберные кости вместе с черными пленками и внутренностями срезаем и удаляем шкуру. Этому трюку меня научила корейская семья. Вместо надоевшего лосося теперь я всегда буду готовить скумбрию так. Рецепт удивил всех моих гостей. Скумбрия вкуснее красной рыбы на праздничный стол. Рыба в духовке еще никогда не была такой вкусной. Прекрасный рецепт из простых и доступных продуктов на обед или ужин для всей семьи на каждый день. Вместо надоевшего лосося готовлю запеченную скумбрию. Дешево и полезно. Жареная рыба уже в прошлом. Невероятно простой и доступный рецепт, очень легко готовить. Если вы не знали, что приготовить на ужин, этот рецепт просто находка. Рыбу больше не жарю, любители рыбы не смогут пройти, не попробовав его. Рыба с овощами – это не только вкусно, но и очень полезно. Великолепный обед или ужин готовится из простых и доступных продуктов. Быстрый, простой и вкусный рецепт. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях и поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как любите готовить скумбрию вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Теперь на каждом филе делаем надрезы, не разрезая рыбку, на расстоянии 1 см друг от друга. Замаринуем скумбрию. Филе солим по вкусу. Я на 2 рыбы скумбрии с 2 сторон использую половину чайной ложки соли. Добавляем черный перец по вкусу. Также нам понадобится половина чайной ложки специй к рыбе. Посыпаем рыбку специями. Поливаем каждое филе несколькими каплями лимонного сока. Также поливаем каждое филе несколькими каплями растительного рафинированного масла. Смазываем филе. Затем переворачиваем рыбку. И также солим и перчим с каждой стороны. Посыпаем специями к рыбке. Поливаем лимоном. и растительным маслом.
Смазываем рыбку. Оставляем скумбрию промариноваться на 15-20 минут. Так как она филирована, то этого ей будет достаточно. Займемся овощами. Мелким кубиком нарезаем один репчатый лук. Отправляем в миску. Также нам понадобится 3 зубчика чеснока. Чеснок очищаем. И мелко нарезаем. Добавляем к луку. Теперь нам понадобится 2 маринованных огурца весом 50 грамм. Нарезаем мелким кубиком. Отправляем огурцы к луку. Мелким кубиком нарезаем 1 красный сладкий болгарский перец. Добавляем к овощам. Один сочный спелый крупный томат также нарезаем некрупным кубиком. Отправляем в миску. Мелко нарезаем полпучка петрушки. Добавляем к овощам. Теперь к овощам добавляем 2 столовые ложки майонеза, 1 столовую ложку французского соуса с горчицей, 1 столовую ложку французской горчицы в зернах, 2 столовые ложки соевого соуса. Хорошенько перемешиваем. Овощная подушка готова. Форму для выпекания смазываем 1 столовой ложкой растительного рафинированного масла и перекладываем половину овощей. Равномерно распределяем овощи по форме. На овощи выкладываем филе рыбки. Выкладываем вторую часть овощей на филе скумбрии. Также нам понадобится 2 слайса сыра. Нарезаем сыр и выкладываем поверх овощей. Для приятного сливочного вкуса нам понадобится 20 грамм сливочного масла. Тоненько нарезаем
и раскладываем масло по овощам. Накрываем скумбрию с овощами фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Смотрите по своей духовке. Великолепная скумбрия с овощами готова. Подаем к столу. Просто поставьте рыбу в духовку, вся семья будет в восторге. Такую скумбрию не стыдно подать и на праздничный стол. Очень легко готовить. Вкусный рецепт из простых продуктов. Скумбрия в духовке еще никогда не была такой сочной и вкусной. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного рецепта из скумбрии нам понадобится одна скумбрия весом 800 грамм. У меня рыба свежемороженая, я ее разморозила не до конца, так легче с ней работать. У скумбрии отрезаем плавники со стороны брюшка. Затем возле головы. Теперь отрезаем хвост и голову. Теперь делаем надрезы вдоль хребта со стороны спины, отделяя филе от хребта, при этом не разрезая брюшко, поочередно с двух сторон от хребта. Великолепная скумбрия вместо лосося на праздничный стол. Этот рецепт удивил всех моих гостей. Я всегда буду так готовить скумбрию, точно вкуснее красной рыбы на праздничный стол. Если вы не знали, что приготовить на Новый год, это идеальный рецепт для вас. Невероятно простой и легкий рецепт рыбы из простых и доступных продуктов. Жареная рыба уже в прошлом. Божественная скумбрия, которая просто тает во рту. Просто поставьте рыбу в духовку. Рецепт, который удивил всех. Отличное блюдо из рыбы на праздничный стол. Теперь отделяем хребет. Удаляем внутренности. Обязательно удаляем черные пленки, для того, чтобы рыбка не горчила. Удаляем кости. Вот такая рыбка получается. Переворачиваем ее кожей вверх и делаем надрезы на расстоянии 2 см друг от друга. Дорогие мои, для меня очень важна ваша поддержка. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Также для меня очень важно ваше мнение. Пишите свой отзыв в комментариях. И если хотите, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Теперь переворачиваем рыбку и приготовим маринад. Нам понадобится 2 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки соевого соуса, половина чайной ложки французской горчицы в зернах. Также нам понадобится 2 столовые ложки лимонного сока. Добавляем сок половины апельсина.
Добавляем по половине чайной ложки специй к рыбе, копченой сладкой паприки и гранулированного чеснока. По желанию и по вкусу добавляем черный перец. Хорошенько перемешиваем маринад. Тщательно промазываем рыбку подготовленным маринадом. Мелко нарезаем несколько стеблей укропа. Посыпаем рыбку. И оставляем промариноваться скумбрию на 1 час. По истечении времени четверть кольцами нарежем 1 довольно крупный репчатый лук. Теперь лук солим. Я добавляю 1/3 чайной ложки соли и добавляем 1/3 часть чайной ложки сахара. Хорошенько перемешиваем лук и перекладываем в форму для выпекания. Укладываем рыбку на лук кожей вверх. Красивенько заворачиваем краюшки рыбки. И смазываем ее оставшимся маринадом. Теперь половину апельсина нарезаем четверть кружочками. И закладываем апельсинки в рыбу. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Смотрите по своей духовке. Скумбрия готова. Подаем к столу. Украшаем блюдо зеленью, лимоном.
Рыба получается невероятно вкусной, сочной, ароматной, прекрасно смотрится на праздничном столе. Отличная идея к новогоднему столу. Рыба на луковой подушке в духовке еще никогда не была такой вкусной. Скумбрия в духовке – простой и полезный рецепт. Вкусный рецепт макрели, который впечатлил всех. Любители рыбы не смогут пройти мимо, не попробовав его. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного рецепта рыбы нам понадобится 2 скумбрии. У рыбы отрезаем плавники со стороны спинки и со стороны брюшка. Затем отрезаем хвост и голову. Делаем это наискосок, захватывая плавники. Затем разрезаем брюшко с одной стороны, оставляя плавник. Плавник отрезаем. Удаляем внутренности, кровь и черные пленки. Затем рыбку промываем под проточной водой. Вот такая она должна получиться. Аналогично поступаем со второй скумбрией. Рыбу больше не жарю. Подруга из Индии научила меня так вкусно готовить скумбрию. Дешево и полезно. Вместо надоевшего лосося готовлю запеченную скумбрию. Вкусный рецепт, доступный всем. Идеальный рецепт скумбрии с овощами. Невероятно простой и доступный рецепт рыбы. Очень легко готовить. Жареная рыба уже в прошлом. Рыбное блюдо готовится из простых и доступных продуктов. Вкусный и простой рецепт блюда из рыбы на праздничный стол. Теперь укладываем скумбрию брюшком вниз и делаем надрезы со стороны хребта на расстоянии 2 см друг от друга, не разрезая хребет. Вот так должно получиться. Перекладываем рыбу в тарелку. Приготовим маринад. Для маринада нам понадобится половина грейпфрута, из грейпфрута выдавливаем сок, теперь несколько стеблей укропа мелко нарезаем. Добавляем к соку грейпфрута. Добавляем 1 столовую ложку французского соуса с горчицей. Добавляем половину чайной ложки специй к рыбе, половину чайной ложки сладкой копченой паприки, половину чайной ложки соли и черный перец по вкусу и по желанию. Хорошенько перемешиваем. Тщательно промазываем рыбку приготовленным маринадом со стороны брюшка
и с обоих сторон скумбрии, стараясь попасть в надрезы. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Также приглашаю вас на свой влоговый канал, буду вам очень рада, ссылка будет в закрепленном комментарии. Оставляем скумбрию промариноваться на 1 час. Тем временем займемся остальными ингредиентами блюда. Нам понадобится 70 грамм свежемороженой цветной капусты, я ее заранее не размораживала, и 150 грамм свежемороженой капусты брокколи, ее я также не размораживала. Заливаем 1,5 литрами кипятка и оставляем на 3 минуты. Тем временем довольно крупным кубиком нарежем 1 красный сладкий болгарский перец. Он у меня также свежемороженый, я его предварительно не размораживаю. Отправляем перец в миску. Теперь брокколи с цветной капустой откидываем на сито, даем стечь в воде и добавляем к перцу. Теперь замаринуем овощи. Для этого нам понадобится 2 зубчика чеснока. Чеснок очищаем. И нарезаем некрупным кубиком. Сильно мельчить не надо. Добавляем чеснок к овощам. Добавляем 1 столовую ложку оливкового масла, 2 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки лимонного сока, 1 столовую ложку соуса терияки, и добавляем черный перец по вкусу и по желанию. Хорошенько перемешиваем овощи. Теперь со второй половинки грейпфрута срезаем кожуру и белую часть. Теперь срезаем филешки вдоль прожилок. Добавляем грейпфрут к овощам, перемешиваем и оставляем промариноваться на 10-15 минут. Тем временем противень для выпекания смазываем 1 столовой ложкой растительного масла, перекладываем рыбку, раскладываем овощи между рыбками, также нам понадобится 30 грамм сливочного масла. Сливочное масло нарезаем на такое количество кусочков, сколько надрезов со стороны спинки скумбрии у нас получилось. Закладываем масло в надрезы.
Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Смотрите по своей духовке. Скумбрия с овощами готова, подаем к столу. Этот рецепт рыбы удивил всех моих гостей. Такую скумбрию не стыдно подать и на праздничный стол. Прекрасный рецепт из доступных продуктов на обед или ужин для всей семьи на каждый день. Скумбрия в духовке в разы вкуснее красной рыбы. Скумбрия в духовке еще никогда не была такой вкусной. Если вы не знали, как приготовить рыбу, это идеальный рецепт для вас. Дешевый и полезный рецепт – запеченная рыба с овощами. Жареная рыба уже в прошлом. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится одна скумбрия весом 600 грамм. Скумбрия должна быть не до конца размороженной, так легче ее очистить. У рыбы отрезаем хвост. Теперь отрезаем голову. Делаем это наискосок под плавники. Разрезаем брюшко с одной стороны от верхнего плавника. Удаляем внутренности и черные пленки. Подруга из Индии научила меня так вкусно готовить скумбрию. Рыбу больше не жарю. Запеченная скумбрия в духовке с овощами – шикарное блюдо на обед или ужин для всей семьи. Просто поставьте рыбу в духовку, дешево и полезно. Любители рыбы не смогут пройти мимо, не попробовав его. Вся семья будет в восторге. Если вы не знали, как готовить рыбу в духовке, это идеальный рецепт для вас. Я больше не буду жарить рыбу. Отрезаем плавничок. Тщательно промываем рыбу и отрезаем плавники со стороны спины и брюшка. Затем скумбрию нарезаем на порционные кусочки шириной 1,5–2 см. Перекладываем рыбу в миску. Замаринуем скумбрию. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю пол чайной ложки соли. По желанию и по вкусу перчим. Добавляем пол чайной ложки гранулированного чеснока. Добавляем пол чайной ложки специй к рыбе и половину чайной ложки сладкой копченой паприки. Добавляем 1 чайную ложку французской горчицы в зернах и 1 столовую ложку лимонного сока. Вливаем 1 столовую ложку растительного рафинированного масла. Все хорошенько перемешиваем. Накрываем рыбу пищевой пленкой и оставляем промариноваться на 1 час. Затем очищаем 1 крупный репчатый лук. Нарезаем лук четверть кольцами.
Замаринуем лук. К луку добавляем треть чайной ложки соли, треть чайной ложки сахара и половину чайной ложки сушеного укропа. Хорошенько перемешиваем лук, жамкая его руками. На стол выкладываем 2 полулитровые баночки. В каждую банку закладываем по 1/4 части лука. Теперь закладываем по 2 кусочка рыбки. Одну морковь очищаем. И натираем на крупной терке. Закладываем в каждую баночку по половине порции моркови. Докладываем рыбку. В каждую баночку добавляем по 1 лавровому листу и по 3-4 горошины черного перца. Теперь соломкой нарежем 1 сладкий красный болгарский перец. Закладываем в банку по половине порции перца. Сверху закладываем по 1/4 части нарезанного замаринованного лука. На овощи выкладываем по 5 грамм сливочного масла. И по 1 дольке лимона. Накрываем фольгой и отправляем баночки в холодную духовку. Затем духовку включаем на 180 градусов и готовим рыбку 50-60 минут до готовности. Смотрите по своей духовке. Скумбрия, запеченная с овощами, в банке готова. Подаем к столу. Простой рецепт без обжаривания. Жареная рыба уже в прошлом. Вкусный рецепт рыбы, который впечатлил всех. Скумбрия точно вкуснее красной рыбы. Жаль, что не знала этот рецепт раньше. Вкусный рецепт макрели из простых и доступных продуктов. Готовится на скорую руку. При этом получается невероятно вкусный, мягкой и сочный. Отличный обед или ужин на каждый день для всей семьи. Запеченная скумбрия в духовке с овощами. Готовить дома легко, просто и вкусно.
Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится 2 скумбрии весом 1 кг. Рыбу не до конца размораживаем, так легче будет ее обработать. У скумбрии отрезаем плавники. Теперь хвост и голову. Теперь рыбу необходимо филировать. Для этого делаем надрез вдоль хребта с одной стороны. Отрезаем филе. Удаляем внутренности. Теперь укладываем рыбу хребтом вниз и срезаем верхнее филе. Делая надрез наискосок, срезаем большие кости и черные пленки. Вот такое филе получается. Повторяем процесс со второй скумбрией. Божественная скумбрия просто тает во рту. Эту скумбрию можно приготовить как к праздничному столу, так подать и в будний день, к обеду или ужину для всей семьи. Никогда больше не жарьте рыбу на сковороде. Это так вкусно, язык можно проглотить. Очень простой рецепт рыбы. Я готовлю это 3 раза в неделю на ужин. Рыбу больше не жарю. Вкусный рецепт запеченной скумбрии в духовке. Просто поставьте рыбу в духовку, дешево и полезно. Рецепт, который впечатлил всех. Теперь каждое филе разрезаем пополам в длину. Перекладываем рыбу в удобное блюдо. Приготовим маринад. Нам понадобится 2 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки лимонного сока, 2 столовые ложки соевого соуса, половина чайной ложки горчицы, половина чайной ложки специй к рыбе, половина чайной ложки сладкой копченой паприки и половина чайной ложки гранулированного чеснока. Хорошенько перемешиваем. Маринад готов. Смазываем рыбку маринадом. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Также мне было бы очень приятно, если бы вы написали свой отзыв в комментариях. И если хотите, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. И оставляем скумбрию промариноваться на 1 час. Пока скумбрия маринуется, приготовим гарнир. Нам понадобится 3 картошки. Картофель очищаем и нарезаем небольшим кубиком. Отправляем картошку в миску. Также нам понадобится половина моркови. Морковь очищаем и нарезаем таким же кубиком, как резали картошку.
Отправляем морковь в миску. Теперь нам понадобится половина яблочка. У яблока убираем сердцевину. И нарезаем небольшим кубиком. Добавляем яблоко к овощам. Теперь к овощам вливаем 1 столовую ложку оливкового масла. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю треть чайной ложки. Добавляем черный перец по вкусу и по желанию. Добавляем половину чайной ложки сладкой копченой паприки и половину чайной ложки куркумы. Хорошенько перемешиваем. Перекладываем овощную смесь в форму для выпекания и равномерно распределяем. Теперь скумбрию сворачиваем рулетиком. И закрепляем зубочисткой. Выкладываем скумбрию в форму для выпекания на овощи. Теперь нам понадобится 40 грамм сливочного масла. Нарезаем его тоненько по количеству рулетиков скумбрии. Выкладываем по кусочку на каждый рулетик. Накрываем форму для выпекания фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Смотрите по своей духовке. Затем фольгу убираем и отправляем в духовку еще на 5 минут, чтобы подрумянились рулетики. Рулетики из скумбрии готовы. Подаем к столу. Рыба получается невероятно вкусной, нежной, сочной, красиво и ярко смотрится на праздничном столе. Идеальный рецепт скумбрии с овощами. Если вы не знали, как приготовить вкусную рыбу в духовке, этот рецепт просто находка. Просто приготовьте рыбу с яблоками и морковью, и все останутся довольны этим рецептом. Скумбрия точно вкуснее красной рыбы. Я всегда буду так готовить скумбрию. Рыба с картошкой – здоровая и дешевая еда. Вкусный рецепт макрели из простых и доступных продуктов готовится на скорую руку. Рулеты из скумбрии в духовке – прекрасное блюдо из рыбы. Простой рецепт без обжаривания. Любители рыбы не смогут пройти мимо, не попробовав его. Рулетики из скумбрии к праздничному столу. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного рецепта из скумбрии нам понадобится 1 скумбрия весом 800 грамм. У меня рыба свежемороженая, я ее разморозила не до конца, так легче с ней работать. У скумбрии отрезаем плавники со стороны брюшка. Затем возле головы. Теперь отрезаем хвост и голову.
Теперь делаем надрезы вдоль хребта со стороны спины, отделяя филе от хребта, при этом не разрезая брюшко, поочередно с двух сторон от хребта. Великолепная скумбрия вместо лосося на праздничный стол. Этот рецепт удивил всех моих гостей. Я всегда буду так готовить скумбрию, точно вкуснее красной рыбы на праздничный стол. Если вы не знали, что приготовить на Новый год, это идеальный рецепт для вас. Невероятно простой и легкий рецепт рыбы из простых и доступных продуктов. Жареная рыба уже в прошлом. Божественная скумбрия, которая просто тает во рту. Просто поставьте рыбу в духовку. Рецепт, который удивил всех. Отличное блюдо из рыбы на праздничный стол. Теперь отделяем хребет. Удаляем внутренности. Обязательно удаляем черные пленки, для того, чтобы рыбка не горчила. Удаляем кости. Вот такая рыбка получается. Переворачиваем ее кожей вверх и делаем надрезы на расстоянии 2 см друг от друга. Дорогие мои, для меня очень важна ваша поддержка. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Также для меня очень важно ваше мнение. Пишите свой отзыв в комментариях. И если хотите, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Теперь переворачиваем рыбку и приготовим маринад. Нам понадобится 2 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки соевого соуса, половина чайной ложки французской горчицы в зернах. Также нам понадобится 2 столовые ложки лимонного сока. Добавляем сок половины апельсина. Добавляем по половине чайной ложки специй к рыбе, копченой сладкой паприки и гранулированного чеснока. По желанию и по вкусу добавляем черный перец. Хорошенько перемешиваем маринад. Тщательно промазываем рыбку подготовленным маринадом. Мелко нарезаем несколько стеблей укропа. Посыпаем рыбку.
и оставляем промариноваться скумбрию на 1 час. По истечении времени четверть кольцами нарежем один довольно крупный репчатый лук. Теперь лук солим. Я добавляю 1/3 чайной ложки соли и добавляем 1/3 часть чайной ложки сахара. Хорошенько перемешиваем лук и перекладываем в форму для выпекания. Укладываем рыбку на лук кожей вверх. Красивенько заворачиваем краюшки рыбки. И смазываем ее оставшимся маринадом. Теперь половину апельсина нарезаем четверть кружочками. И закладываем апельсинки в рыбу. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Смотрите по своей духовке. Скумбрия готова. Подаем к столу. Украшаем блюдо зеленью, лимоном. Рыба получается невероятно вкусной, сочной, ароматной, прекрасно смотрится на праздничном столе. Отличная идея к новогоднему столу. Рыба на луковой подушке в духовке еще никогда не была такой вкусной. Скумбрия в духовке – простой и полезный рецепт. Вкусный рецепт макрели, который впечатлил всех. Любители рыбы не смогут пройти мимо, не попробовав его. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.